Фух, не, сдох я. Сдох я. Друзья, всем привет! Мы находимся на высоте 2200 метров и сегодня уже 10-й день тренировочного лагеря. Прошлая неделя была очень насыщенная, я тренировался 25 часов тренировок. В этом году мы постараемся чаще рассказывать о том, какие тренировки мы выполняем. И сегодня у нас на улице очень снежно, стреляют пушки, нельзя кататься на лыжах, нельзя бегать. И, конечно же, как всегда, выручает велотренажер. Мы очень много тренировок выполняем на велотренажере, потому что биомеханика очень похожа с бегом в гору. И это очень эффективно использовать в подготовке. Сегодня я вам расскажу об одной из своих самых любимых, наверное, тренировок. Это короткие спринты с недовосстановлением. Тренировка отлично влияет как на силовую выносливость, так и на МПК. Поехали! Сейчас птичку покормим и начнем тренировку. Птичка. В Геленджике мы используем обычный велосипед, и у нас тренажер Вахо. Это смарт-станок, который полностью имитирует рельеф. Катаю все тренировки я в Zwift. Это отличная программа, в которой можно выбрать различное множество трасс, любой рельеф и выполнять любого характера тренировку. Также в нем можно катать гонки. В Прильбрусе мы решили приобрести станок TAX, потому что нам с Катей намного удобней. Здесь меняется высота полностью руля, сидушки, и не нужно подстраиваться там под определенную раму, покупать два велосипеда. И станок очень нравится, особенно для таких тренировок, как сегодня. Сейчас мы запустим его. Опа! Немного прокачаем трицепс. Вот, все нашлось. Для таких тренировок, да и вообще для трейл-раннинга очень полезно делать тренировки с низким каденсом. Для этого мы выберем одну из самых рельефных трасс в Zwift. И вот одна из моих, наверное, любимых трасс. Сейчас, где она у нас? Road to Sky. Вот она. Всего 17,5 километров. Окей. Обязательно для таких тренировок нужно стараться использовать контактные педали, потому что тренировка получается намного качественнее. На этом станке 3 звездочки спереди, это очень удобно. Сейчас у меня будет легкая разминочка. Буквально 10-12 минут я доеду до горы и начнется основная тренировка. Вообще велосипед в нашей тренировочной программе последние несколько лет занимает очень много места, практически все вторые тренировки. И достаточно эффективно, меньше ударной нагрузки, можно набирать намного больше объема. Но все тренировки с таким невысоким каденсом, наверное, один из самых любимых моих каденсов это 60-70. Ну и первая зона, вторая, это чаще всего начало второй, там конец первой. То есть 250-300 ватт. С этой интенсивностью я езжу. Но, конечно же, здесь мы находимся на высоте 2200 метров. Это гипоксия. Плюс прошлая неделя была достаточно тяжелой. Посмотрим, как сегодня зайдет работка. У этого станка есть интересная особенность. Если вы слышите такой странный звук, как будто у меня какие-то проблемы с ним. Но на самом деле он имитирует полностью покрытие. Ну как полностью, пытается имитировать. И на любой брусчатке начинает так подтрясывать. Это не только звук, правда, прям по ногам дает такую отдачу. У меня заканчивается разминочка. Сейчас начнется адская гора. Местами там с уклонами до 17%. И, наверное, самая любимая моя тренировка на станке это короткие интервалы с максимальной мощностью раз в 3 минуты. То есть ускоряешься буквально там 10-12 секунд и потом откатываешься. Откатываешься неспокойно, тоже средней интенсивностью. Но сегодня немного другого характера. Будут отрезки 10, 20, 30 секунд. И раз в полторы минута-полторы я должен делать такой отрезок. Они разбиты сериями. То есть работа такая непростая. Суть ее в том, что 10, 20, 30 секунд
едутся с высокой интенсивностью, а между вот этот отдых, который там остается минута примерно, он едет со средней интенсивностью. То есть для меня это где-то 200-250 Вт. В общем, еще пару минут и начнем. А нет, вот уже гора. И вот сейчас будет первое спринтерское ускорение. Вот буквально на 10 секунд. Ускорение 1400 Вт. И теперь 250 Вт откатываемся. И вот откатываемся с каденсом до 60. Такая хорошая силовая работа. Можно вставать. То есть здесь механика в гору еще ближе становится, как бег в гору. Такие работы очень полезны, особенно для тех, кто готовится к очень рельефной гонке. Но я обычно выполняю точно не чаще раз в неделю, обычно перед длительной. Ну а так, в принципе, наверное, самый максимум это 2 раза в неделю, а в идеале делать раз в 2 недели такую тренировку. Очень хорошо на базовом этапе, когда большой объем, и еще такие МПК протоколы серьезные, когда там 30 через 30 секунд, выполнять не стоит, тяжело. Вот такие работки очень хорошо подготовительные. И сейчас уже начнется второй отрезок, сейчас 20 секунд. И откатываемся. Тоже с низким каденсом. И следующий будет подлиннее отрезок. 30 секунд. Ну, соответственно, уже, если на первом я выдавал там 1400 Вт, сейчас 1100-1300, то на 30 секундах уже там 700-1000 достаточно для меня. И вот сейчас последний отрезок пройдет, и я буду откатываться уже 2-3 минутки. Ну, тоже вот 200-300 Вт. Сейчас вообще вот каденс 30 всего. И вот еще 30 секундок. И начнем заключительный отрезок. Пульс не особо высокий. Там поднимался 145. Вот сейчас каденс 37, 240 Вт и 126 пульс. Вообще обычно у меня там 100-110, если я ровно еду восстановительную. Но сейчас другого характера работа. И начинаем. Вот под 1000 ровно проехал. Пульс 160. Высота.
И 2 минутки откатываемся. Можно даже 3. Чуть пониже передачу. 50-60 каденс, чтобы был. В зависимости от уровня атлета, перевал, совсем меня уже, лактат в голову. Перерыв между быстрыми отрезками может быть меньше по времени, но более легкой интенсивности. Или наоборот. Характер работы сильно не поменяется. Можно там не минуту между отрезками в серии откатываться и 2, и 3. Главное, чтобы вы не успевали до конца восстанавливаться, чтобы вот этот долг оставался. В горах такую работу вдвойне тяжелее выполнять. Здесь и так гипоксия, и при коротких интервалах мы создаем очень высокий кислородный долг. Вообще такие работы я, в принципе, люблю выполнять и бегом с палочками особенно. Сейчас осваиваю скитур. Думаю, на лыжах мне понравится делать короткие отрезки. И сейчас вот покажем еще одну серию. И дальше я буду спокойно уже делать интервалы. Буквально еще 20 секунд. И будет коротенький отрезок. Первый на 10 секунд. Вообще на станке и длительные тренировки, там 3 часа, для нас там скать вообще не проблема. Мы спокойно там катаем. В этом году не так часто, а в прошлом году так вообще. Особенно когда был карантин, без проблем. Всегда там садишься, соточку отъехал там с небольшим набором или наоборот там километров 70 с большим. Особенно если есть что интересное посмотреть, какие-нибудь лекции, еще что-то. Тренировка пролетает незаметно. Тем более, когда по ходу дня времени мало, чтобы там заняться чем-то таким, что можно там посмотреть на ютубе или еще где-то. Тренировочное время как раз используешь для этого, прям ждешь того момента. Ну что, интервальчик коротенький. С каждым отрезочком долг растет. Вообще, конечно, если делать прям хорошее недовосстановление, на таких работах можно и перебрать. Поэтому нужно быть максимально осторожными. У меня обычно такие работы хорошо заходят, когда накануне силовая. Ну а после таких работ отлично заходит длительная. Особенно бегом с небольшим набором. Там на 30-очку 1500-2000. Часто брали лактат на таких тренировках. К пиковым значениям и близко не выходит. Не такой там начинает вначале медленно расти, а потом там 7, 8, 6 бывает, когда уже под конец. Многие подумают, зачем ультрамарафонцу такие тренировки. Но на самом деле высокими показателями силовой выносливости МПК обладает вся топ-элита трейл-раннинга, особенно на более коротких дистанциях, если взять. Это очень важно. Сама дисциплина настолько своеобразна, что в отличие от ультрамарафона по ровному, здесь совсем другие физиологические требования. И очень важно иметь все эти показатели достаточно высокими.
Так, ну что, следующий. 20 секунд. И вот очередной отрезочек. Фух. Подзакисаешь с каждым отрезком. И все, 2 серии закончилось. Сейчас задача помедленнее откататься и потом снова. Вообще многие боятся использовать велотренировки, но иногда бег по ровному, просто по шоссе, принесет вам намного меньше пользы, чем хорошая тренировка на велостанке. Поэтому тренируйтесь разнообразней, ищите разные пути, и обязательно все у вас получится. Ну а мы постараемся в этом году больше рассказать о своих тренировках. А я поехал дальше. Фух, не, сдох я. Сдох я. Тяжело. Блин. Снимаешь? Не надо.